Привет, друзья! Сегодня я задумала написать вот такую картину с виолончелистом, играющим на сцене. Мне хочется передать яркий сценический свет, свет софитов. При этом задний план будет практически черный. И в этом видео мы поговорим о том, как подобрать черный цвет и почему я не использую чистый черный цвет. Поехали! Как я уже сказала, можно было бы взять чистый черный цвет, но меня не вполне устраивают свойства этой краски, потому что кроме тех участков, где будет плотный, практически черный цвет, будут и переходы в область света, и я не хочу, чтобы они были серые. Кроме того, черный цвет в смеси с другими цветами делает все цвета блеклыми и более сероватыми. Этот эффект мне тоже не нравится. В более светлых оттенках фона я вижу голубые отцветы, поэтому за основу я возьму какие-то синие цвета и сейчас протестирую, как они будут себя вести. Для начала возьму ультрамарин, и второй цвет у меня серо-синяя дымка. Этот цвет в составе имеет ультрамарин и черный цвет. Я попробую и с тем, потому что я не уверена, что ультрамарин будет давать достаточную темноту. У фирмы Невская палитра очень удачным сочетанием является ультрамарин и кадмий-оранжевый. Вместе они могут давать темный фиолетово-коричневый оттенок, практически черный при темном нанесении. Но у меня кадмий-оранжевый от фирмы Рембрандт, и он более желтый. Поэтому в смесях он дает зеленоватый оттенок, а не фиолетовый. В этом проблема, когда мы ориентируемся на название, а не на непосредственные свойства цветов. Так как я понимаю, что мой оранжевый ближе к желтому по цветовому кругу, чем к красному, в мою смесь я добавляю еще больше красноватого оттенка. Здесь я использую цвет шахназарское красное. Можно заменить сиеной жженой, а можно и непосредственно красный попробовать добавить. Как вы видите, цвет получился уже достаточно черный, но мне хочется попробовать сделать то же самое с ультрамарином, а не использовать серо-синюю дымку, потому что все-таки хочется обойти, ну вот прям совсем без черного цвета. Я добавляю ультрамарин, и если вам видно, то цвет начинает немножко зеленеть, то есть ультрамарин смешивается с моим кадмием оранжевым, который уходит в зелень, и получается такой сине-зеленый темный оттенок. Но цвет все равно получился довольно темным, и мне это нравится. Второй цвет, который я протестирую и постараюсь приготовить с ним практически черный оттенок, это цвет индантриновый синий. Это однопигментный цвет, он чуть более холодный. То есть если мы его разместим на цветовом круге, он будет чуть ближе к зеленому, чем ультрамарин. В нем нет черного пигмента, но что-то такое черненькое, чуть-чуть стремящееся к черному, к темному просматривается. Так как этот цвет ближе к зеленому, я понимаю, что мешать с кадмием оранжевым его нет смысла, потому что он даст более зеленый оттенок. Ну, давайте посмотрим для сравнения. Вот я взяла тоже еще кадмий оранжевый, какой практически такой очень приятный изумрудный цвет получается именно с кадмием оранжевым. Поэтому тут, конечно, нам нужно больше добавлять красных цветов, либо красно-коричневых, для того, чтобы получился темный, нужный по темноте цвет. Можно использовать кадмий красный. Это теплый красный оттенок. Вообще, любые оттенки красного, они будут давать такой плотный коричневатый цвет. Теперь я хочу протестировать еще один момент. Это то, как эти цвета будут протираться. Это, конечно, зависит от бумаги тоже, но мне важно увидеть, какой оттенок будет оставаться после того, как цвет протирается. Я специально оставила
цвет неравномерно смешанным, где-то у меня остается больше оранжевого, где-то больше синего. И я беру плоскую кисть и плоской кистью чуть влажной протираю, обтираю ее об салфетку и снова протираю такие как бы лучи света, пробивающегося света. И вот если бы мы работали с черным цветом, у нас бы оставалась как раз такая серая дымка на месте протертых участков. Так как мы замешивали цвета на синих, то и следы остаются чуть-чуть голубоватого оттенка. Причем вот на верхнем образце, который был с ультрамарином, видно остатки черного, потому что я использовала серо-синюю дымку. Мне больше нравится оттенок ультрамарина, чем индантренового. Напишите в комментариях, какие цвета вы используете вместо черного, или, может быть, вы всегда используете черный и вас это устраивает. Подробный урок с разбором этой работы можно найти на моих страницах Boosty и Patreon, а также на моем сайте. Все ссылки есть в описании канала. Я буду благодарна за вашу обратную связь по этому видео в комментариях. Если у вас остались вопросы, пишите, спрашивайте. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Будет еще много интересных видео. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.